Ребята, привет! Те из вас, кто красил супер блондом седую или частично седую базу, знает, что на седых участках такой краситель оседает более холодным оттенком по сравнению с общей массой корней, где процент седины меньше или ее совсем нет. Ну, во-первых, супер блонд не предназначен для осветления неравномерной базы, а седые волосы – это сочетание волосков с натуральными пигментами и волосков, лишенных пигмента. То есть это смешанная база, а для каждого типа базы по-хорошему мы должны взять разную рецептуру. Для натуральных темных волосков нам нужен краситель, который осветляет и одновременно нейтрализует фон осветления, а для белых, бесцветных, седых волос нам нужен затемняющий краситель с пигментами нейтрального или теплого направления. Получается диаметральное противоречие. Да? Но при окрашивании очаговой седины могу рассказать вам свой секрет. Если уж вы решили воспользоваться серией красителей Супер Блонд, то холодный оттенок можно нанести на всю массу корней, там, где минимальный процент седины, и краситель смешать с максимальным процентом окислителя, как и положено, с 12% окислителем. А на очаги седины, обычно это виски, краситель, в состав которого входят теплые бежевые пигменты, на меньшем проценте окислителя, на котором работает ваш краситель по технологии. Например, височная зона 80% седины, а вся остальная масса совсем немного, 10% седины. И мы на первый участок, там, где мало седины, возьмем холодный оттенок, например, это Егора Royal 1211 на 12% окислителе. А на участок седых висков возьмем бежевый оттенок 12,4. Вот эта четверка и будет покрывающей. Но окислитель возьмем меньше, 9%. Причем на первую зону нам нужно будет максимальное время выдержки, а на височную достаточно будет 20 минут. Искусство парикмахерской колористики – это предмет, который мы изучаем всю свою жизнь. И чтобы вам было проще и понятнее, учитесь на моем онлайн-курсе Color Magic Tani Shark на сайте salonlondon.ru.